Классически в видеонаблюдении принято ставить камеры выше головы, иногда очень даже выше. Но для систем распознавания и идентификации лиц такой монтаж не подходит, если речь касается тесных офисных коридоров и других мест, где расстояние до камеры менее 10 метров. Люди в 21 веке почему-то начали все больше ходить с низко опущенной головой. Из-за гаджетов и других факторов. Кроме того, злоумышленники специально опускают головы и глаза, чтобы их не узнали видеокамеры. А видеонаблюдение в УФСИН спотыкается о том, что заключенным вообще смотреть перед собой запрещается. Конечно, можно пытаться обучать сетку на лбы, но тогда мы не сможем эффективно работать в зимнее время, да и волосы тоже часто загораживают лоб. В любое время года длинная кепка – основной атрибут преступника и самый главный враг системы видеонаблюдения. Практика показывает, даже на уровне головы камера не всегда находит в кадре такое лицо. Поэтому берем, снимаем камеру и опускаем ее ниже головы. При этом направляем чуть вверх. И, о чудо, даже такие лица начинают легко определяться системой распознавания. Если, конечно, разработчик позаботился о таком необычном ракурсе. Большинство систем идентификации лиц обучено на правильных интернет-фотках и плохо понимают такие ракурсы. Но в компании Spetslab давно поняли, что только так теперь можно ловить лица. Иначе камера видит одни лбы, по которым ничего не идентифицируешь. Spetslab долго экспериментировал и, в общем-то, первым в России когда-то еще в начале века выпустил на рынок технологию распознавания лиц и теперь готов поставить высококачественный продукт не только для спут, но и для офисного трекинга. Для кого-то это еще непривычно, но только так можно построить качественный фейс-трекинг на предприятии, в городе или где-то еще.